Испытание героя – это не победа над врагом, а победа над самим собой. Это отрывок из книги «Тысячеликий герой», которой вдохновлялся Джордж Лукас при написании «Звездных войн». Несмотря на то, что в книге эта фраза имеет десятки вариаций, в ней всегда остается неизменным один и тот же посыл. У всех мифов или историй одна и та же структура сюжета, один и тот же нарратив – путь героя. Согласно этой идее, герой всегда ходит по одним и тем же тропам, с одними и теми же испытаниями. Получает призыв, проходит испытание, а затем возвращается обратно, но уже совершенно другим. Этот тезис, идея, содержит в себе всю трагедию и смысл звездной эпопеи, как его ни интерпретируй, в буквальном или переносном смысле, но также в нем скрыт куда более глубокий и бессмертный мотив, подтекст, который будет актуальным всегда. Эта история не о борьбе добра со злом. Ни один персонаж саги Лукаса не является типичным плохим или хорошим парнем. Сегодня мы поговорим о том, почему Джордж Лукас считает, что Звездные войны закончились на 6-м эпизоде. Почему Дарт Вейдер не злодей, а обычный человек. О том, что такое душа и как страх разрушает ее. Почему пророчество джедаев об избранном – это не о восстановлении баланса силы. А также о том, почему Дарта Вейдера просто не существует. Для начала следует сказать, что сам Джордж Лукас неоднократно говорил, что история Звездных войн закончилась на 6-м эпизоде «Возвращение джедая». После выхода фильма он в интервью и за кулисами многократно подчеркивал, что это история отца и сына, и она закончена. Энакин – главный герой. Его падение, искупление и возвращение – вот о чем вся эпопея. I think when you watch the actual movie in order, the story will become very clear that Anakin is the chosen one, and even when Anakin turns into Darth Vader, he is still the chosen one. Он задумывал 2 трилогии, и позже ретроспективно оформил их в 6-серийную сагу. Его слова были абсолютно честны. Он рассказал все, что хотел. Историю просто нечем дополнить, кроме того, что снимать параллельные истории в той же вселенной. Поэтому главным условием перед продажей собственной компании Lucasfilm Disney было то, что они не будут использовать его сюжет. После выхода 7-го эпизода Лукас сказал, что фанаты получили то, что хотели, а не то, что им было нужно. Это мягкий, но горький упрек. И это неудивительно. Трилогия Disney действительно дала зрителям и фанатам то, чего они больше всего хотели. Больше Звездных войн, больше бластеров, больше световых мечей и бессменную всепоглощающую надежду. После выхода Пробуждения силы критике подверглось абсолютно все. Якобы вселенная потеряла былой посыл, былую масштабность, персонажи уже не цепляют и больше похожи на картон, а бои на световых мечах скорее напоминают детское махание палками, а не серьезный бой не на жизнь, а на смерть с применением силы. Видимо, из-за этого принято считать фильмы Дисней жалкой пародией на неповторимый оригинал. Однако, что если я скажу, что трилогия Дисней больше Звездные войны, чем сами фильмы Лукаса? И этому есть одна причина. Это причина – контекст. В фильмах Дисней первое место занимает сам конфликт. Есть 2 стороны, 2 силы, 2 идеологии, которые ведут беспорядочную бессмысленную войну, которая обречена повторяться снова и снова. Потому что разница в контексте 2 идеологий, республики и империи, именно в подходе к пониманию значения слова «контроль». Эти тезисы занимают первое и самое главное место во вселенной. В самом названии «Звездные войны» — это та же самая человеческая война, только в другом контексте, смысл которой сводится к взаимному самоуничтожению ради мнимой надежды о мире и контроле. Всегда будут повстанцы и то, против чего восстают. Все потому, что война – это тот самый тысячеликий герой, о котором говорит Джозеф Кэмпбелл. Война никогда не меняется. Ее цикл – это цикл бесконечного контроля. Цикл человеческой природы, которая неизменна ни при каких условиях, даже если перед человеком будет открыта вся вселенная. Эта идея полностью воплощена в трилогии Дисней. Как ее не интерпретируй, в буквальном или переносном смысле. Однако, чтобы придать этой идее посыл, придать ей смысл, необходим символ, который сможет подарить зрителю надежду. Надежду на то, что выбраться из замкнутого круга взаимного самоуничтожения возможно. Для этого необходим контекст, пример, необходим человек, его личная история в контексте этой войны. Войны не с великим злом, а самим собой, своей природой. Это то, что было положено на алтарь кассовых сборов.
Это то, чем отличаются фильмы Лукаса от фильмов Дисней, и это именно то, что нужно зрителю. То, что делает «Звездные войны» живыми. Когда Рей и Кайло Рен машут световыми мечами, мы не чувствуем той трагедии, боли и разочарования, которые испытываем, когда Оби-Ван сражается с Энакином. И дело не в динамике, не в постановке и хореографии. Дело в контексте. Рей и Рен сражаются за дело, которое считают по своему усмотрению правильным. Это конфронтация двух идеологий, партий или идей, а не двух людей. Это то, что хотят люди, когда поддерживают одну из сторон конфликта. Даже их имена созвучны, подчеркивая факт того, что в сущности они сами того не зная проливают кровь за одно и то же, за контроль. Когда сражаются Энакин и Оби-Ван, это конфликт не идеологий, это соперничество между учителем и учеником, двумя людьми, их чувствами, мировоззрением, убеждениями, разочарованием и болью. В контексте той самой войны, которой Лукас дал незатейливое название «Звездной». Все потому, что человек напоминает звезду, которая ярко горит, но в любой момент может превратиться из нечто прекрасного в символ смерти или звезду смерти. Все, что нужно, это только подтолкнуть. Лукас смог превратить сложную, абстрактную, фантастическую идею в живой кинематографический символ природы человека, символ зрителя. Могучей силой владеешь ты, великим ситхом ты станешь. Как Лукасу это удалось? Чтобы это понять, необходимо разобрать отличия и схожесть двух сторон силы, двух идеологий. Идеология джедаев предусматривает, что не существует эмоций, есть покой, нет невежества, есть знание, нет страсти, есть безмятежность, нет хаоса, есть гармония, нет смерти, есть сила. Отказ от привязанности ведет к самоотречению. Самоотречение – это путь к контролю эмоций. Через медитацию мы достигаем покоя, а покой ведет к служению другим, а не себе. Для ситхов же не существует покоя. Эмоции являются главной страстью. Через страсть ты обретаешь силу, через силу – власть, через власть – победу. Через победу ты рушишь цепи и достигаешь освобождения через силу. Следуя тому или другому кредо, ты формируешь систему контроля, чтобы предотвратить хаос. Для джедаев это республика, которая олицетворяет их идеологию служения другим. Для ситхов это империя, то есть служение единицам, самому себе, под предлогом блага большинства. И то, и другое в сущности является системой контроля. Все потому, что без этой системы будет только хаос. И те, и другие больше всего стремятся предотвратить этот хаос. А для этого необходима власть. Вспомни о начале обучения. Все, кто приходит к власти, боятся ее утратить, и даже джедаи. На первый взгляд кажется, что идеология джедаев более привлекательна. Она позиционируется в фильмах Лукаса и Дисней как единственное в сущности добро, к которому мы так привыкли в развлекательном кино. Однако это только на поверхности. Сам Лукас говорит о том, что никакого добра в его фильмах не существует. Как и не существует никакого зла. Все поступки главных героев, поступки республики и империи, джедаев и ситхов экстраполируют их собственную идеологию и кредо, являются следствием их веры, то есть их поступки определяют их убеждения. Обе веры, идеологии – две стороны одной и той же медали, двух сторон силы, которые медленно разрушают этот мир. В расширенной вселенной Звездных войн мы узнаем, что подобные конфликты существовали до появления Дарта Вейдера и Приказа 66, за много тысяч лет до основных сюжетных линий. Республика приходила на смену империи и наоборот. Цикл повторялся снова и снова. Все потому, что различия в подходе к пониманию значения силы и ее роль в контроле над галактикой неизбежно ввела две идеологии к войне, герою с 1000 лиц, но всего одним финалом. Так было сформировано пророчество джедаев, суть которого состоит в том, что однажды придет избранный, тот, кто сможет покончить с циклом раз и навсегда. Однако, как и в случае с различием двух идеологий, различался и подход к пониманию смысла и значения пророчества, которые две стороны силы трактовали в своей собственной манере. Для джедаев избранный уничтожит империю ситхов раз и навсегда, а для ситхов избранный истребит самих джедаев, их наследие и кредо. Но, как говорит сам магистр Йода, пророчества могли неверно
истолковать. Здесь мы подходим к тому, о ком и о чем было пророчество на самом деле, и почему его трактовка не в победе над врагом, а в синтезе двух сторон, в разрушении цикла контроля через ужасный выбор и не менее великое искупление. Эти видения твои... Они сулят боль, страдания, смерть. Мы привыкли к тому, что Энакин предал джедаев, потому что хотел спасти Падме, но в собственной гордыне и жажде власти, ослепленной темной стороной, он сам становится причиной разрушения всего того, что так сильно любил и пытался спасти. Джордж Лукас оставил нам большущий намек на то, что в действительности все, что произошло с Энакином, было частью того самого пророчества об избранном. Это и есть тот путь, который ведет к синтезу двух сторон силы. Все потому, что Дарт Вейдер и Энакин Скайуокер — это один и тот же человек. Магистр Йода говорит, что мальчика, которого учил Оби-Ван, больше нет. Его поглотил Дарт Вейдер. Догмы джедаев отрицают само понятие искупления. Как и ситхи, они также все возводят в абсолют. Таким убеждением Оби-Ван пришел покончить со своим падшим учеником. Но в этой пробирающей до костей сцене Оби-Ван и Энакин не слышат друг друга. Они говорят об одних и тех же вещах, но совершенно на разных языках. Все потому, что Энакин не понимает учителя. Так же, как учитель не понимает своего ученика. И у одного и у другого есть только чувство долга, вера в свою правоту. Они ненавидят то, что оба представляют из себя, те стороны силы, которые являются частью одного целого. А ненависть – это залог страдания. Твоей империи? Не вынуждай меня убивать тебя! Энакин, я поклялся в верности республике и демократии! Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! Ненавижу! В каждом человеке существует две стороны. Одной мы всегда даем предпочтение, симпатизируем ей, не понимая значения другой, игнорируя другие стороны своей природы, что неизменно делает нас теми, кто мы есть. Однако суть баланса силы и человеческой природы состоит не в том, чтобы победить свои темные или светлые стороны, а в том, чтобы найти баланс. Существовать независимо от догм и навязанных нам мнимых правил и контроля. Суть пророчества, чтобы стать и тем, и другим. Пройти путь великого становления и такого же великого падения, а затем вернуться. Путь героя – это не победа над врагом, а победа над самим собой. Смогли бы повстанцы победить, если бы не было Дарта Вейдера? Смог бы Энакин убить Императора, если бы не стал на темную сторону? Как можно ненавидеть и стремиться победить то, чего ты просто не понимаешь? Ситхи ненавидят, потому что хотят чувствовать. Джедаи ненавидят, потому что отвергают чувства. Энакин любил свою мать, но когда она умерла, он поклялся, что получит контроль над самой смертью, чтобы спасать тех, кто ему дорог. Но смысл не в том, чтобы получить контроль, как говорит кредо джедаев или ситхов, а в том, чтобы уметь отпускать. Отпустить ты должен скорее все то, что ты потерять боишься. Великая трагедия Звездных войн состоит в том, что каждый человек в этой вселенной абсолютно понимает, что делает. Все его поступки следуют из его убеждений, целей, мировоззрения. Они поступают так, а не иначе, потому что следуют желанию контроля. Энакин, когда надевает броню Дарта Вейдера, запирает свои чувства и самого себя в железо. Он будто говорит со зрителем прямым текстом: если этот мир говорит мне, что я не имею права чувствовать, любить, я не буду чувствовать вовсе. В этом и есть мощь темной стороны. Лишившись всего, ты перестаешь что-либо чувствовать. Перестаешь испытывать страх. Под этой маской всегда находился человек. Энакин понимал, что делает. Когда уничтожал Орден джедаев, когда сражался с учителем и в порыве гнева совершил самоубийственный прыжок. Во всем этом безрассудстве, разочаровании и боли, предательстве Энакин запер себя, свои чувства, мир. Даже его самый преданный друг не хочет принимать его переживания и чувства, не хочет понять его.
не слышит, потому что ослеплен собственной верой, которая вызывает только ненависть. Только ситхи все возводят в абсолют. И я выполню свой долг. Оби-Ван не добивает своего падшего ученика, потому что в последнюю секунду понял, что к этому моменту ввели амбиции, страхи, контроль. Он потерял друга, но не из-за того, что Энакин выбрал темную сторону, а потому что Оби-Ван выбрал долг вместо человечности. Для джедаев, как и для ситхов, не свойственно искупление. Это противоречит изначальным догматам, противоречит их вере. Поэтому никакого примирения между учителем и учеником быть не может. Зло в их понимании необходимо уничтожить. Оби-Ван верит, что его друг потерян. Он не верит, что его можно вернуть. Он поступил как настоящий джедай и считает это правильным, оправданным. Как и Палпатин считает оправданным массовый геноцид. Вы хотите его убить? Он превратился в страшную угрозу. И везде снова настанет мир. Энакин служил императору, будучи бездушной машиной, какой его все и считали. Он принял свое существование, зная, что пути назад просто не существует. Люди – эмоциональные существа. В принятии решений мы руководствуемся в первую очередь эмоциями и чувствами, а лишь затем голосом разума и логики. Совершая, казалось бы, ужасные поступки, порой мы думаем, что пути назад просто не существует. Именно это является тем самым контекстом, который придал фильмам Лукаса их уникальность, которая выражена в трагедии отца и сына. Когда весь мир отвернулся от Энакина, он попросту был тем чудовищем, которым его все считали. Совершая ужасные поступки, он все чувствовал, все помнил. Он никогда не забывал тех, кого любил. Никогда не забывал, что он сам сломал свою жизнь. И все это принесло ему только разочарование и боль. И все больше убивало его. В поиске контроля и власти над самой жизнью Энакин предал себя. Его главной мыслью и верой были не догматические воззрения джедаев, которые сами же и привели к их краху, не страсть ситхов к власти, а искупление. Способен ли я, бездушная машина, у которой нет абсолютно ничего, снова стать человеком? Когда проходит много лет, Энакин встречает сына, единственную часть живого, что еще осталось в нем, и понимает, что искупление возможно. Все потому, что Дарта Вейдера не существует. Все это время он был Энакином. Он был отцом. То, что Дарта Вейдера не существует, подчеркивает сам Лукас. Его имя, Вейдер или Вадер, с голландского означает «отец». Он не монстр, не чудовище, а просто человек. Для джедаев переход личности – это когда ты следуешь эмоциям и впускаешь их в свой мир. Это непозволительно, и поэтому ты больше не джедай, не человек. Тебе нужно другое имя. Ровно так же считают и ситхи. Если ты перешел на темную сторону, то старый человек в тебе умирает, и рождается воплощение гнева с новым именем. Но все это время внутри этих черных доспехов был человек. И это смогли увидеть только Падме и Люк. В нем есть добро. В отце осталось добро, я чувствую это. Он не отдаст меня императору, я спасу его, я верну его на сторону добра. Произошло то, что противоречит изначальной идеологии и догмам. Происходит прощение через понимание и искупление. Люк знает, какой путь прошел его отец. Он видел это. Когда Люк смотрит на руку своего отца, нам только подчеркивают это. Все ему говорили, что его отца уже не спасти. Но Люк верил не в долг или идеологию. Он верил в родного человека. Пустив в свое сердце эмоции, гнев, ненависть, он взял их под контроль и достиг той самой силы, к которой стремились абсолютно все. Прощение. Энакин дал ему пример, а Люк услышал его. Отец всегда верил, что его сын любит его и сможет его простить. Это и есть тот путь, о котором гласит пророчество. Баланса можно достичь, если пройти путь становления, вызова, падения, искупления и через него достичь прощения, в котором и скрыта настоящая сила, сила свободы. Люк понял, что Дарта Вейдера не существует. Он всегда был его отцом, всегда был человеком, а никаким не чудовищем. Путь героя – это не победа над врагом.
а победа над самим собой. Люк, помоги мне снять эту маску. Хоть раз. Дай мне посмотреть на тебя своими глазами. Это и есть тот бессмертный мотив, который делает «Звездные войны» приземленной, простой, но гениальной историей о человеческом страхе, который способен уничтожать душу. Энакин боялся и поэтому хотел контроля, но получив контроль, он понял, что потерял все. Его душа была уничтожена. Он заковал себя в железо в надежде скрыть ту боль и страх, что разъедают его душу. Но как избранного, его воскресил собственный сын, показав ему, что путь силы – это путь принятия себя, путь прощения, искупления. Незачем больше носить эту маску, незачем бояться. В Энакине и Люке произошел синтез двух сторон силы, альянс простейших человеческих эмоций, которые делают эту историю живой. Энакин получил призыв, прошел испытания и затем вернулся, но уже совершенно другим. Поэтому эпизод 4 носит название «Новая надежда». Все потому, что надежда появилась, когда отец увидел своего сына. А 6-й эпизод – «Возвращение джедая». Все потому, что, пройдя путь искупления, Энакин обрел прощение. Он вернулся из мертвых, восстановил баланс силы, стал синтезом двух сторон, как и его сын. Он настоящий избранный. Контекст любой истории – это люди. Сила в наших чувствах, эмоциях. Она в самом духе человека. Что может быть еще более прекрасным и в одно время толкать нас на чудовищные поступки, которые так или иначе являются частью нашей силы, частью человека. Вопрос только в том, как спасти себя самого, когда казалось бы, что надежды просто нет. Оставь меня. Нет, ты пойдешь со мной. Я тебя не оставлю, я спасу тебя. Ты уже спас, Люк. Ты был прав. Ты был прав насчет меня. Скажи сестре, что ты был прав.